Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, как обычно, и сегодня у нас в обзоре будет Ассасин. Был обзор уже на него, был обзор также и на Эва. Оба обзора решил я убрать, вот эти все недоразумения, и сейчас вот будет ремастер. Итак, с чего вообще стоит начать? Нужно понимание вообще, для чего он нужен, где его использовать и почему его многие хотят получить. То есть он интересен не потому, что он там какой-то уникальный, какой-то особенный. Он интересен в первую очередь из-за глобального усиления в кузнице. Если мы с вами перейдем, то посмотрим. Здесь у нас будет с вами 1-1 на урон. Редкое глобальное усиление, очень нужное усиление. И героев, которых мы с вами можем открыть с этим глобальным усилением, их всего 4. Трое открываются относительно легко, то есть нужно просто достать, нужно просто дождаться события, в котором они выпадут. Эти 3 героя у нас получается Син, это получается Гоплит и у нас еще Темный Паладин. И 4-й герой у нас Сокка. Но так как это событие по ряду причин имеет ограниченные сроки, там свои какие-то порядки и правила и так далее, этого героя, то есть получить тяжело, поэтому частенько я не говорю о том, что героев 4, я говорю, что их 3. Но на самом деле, да, их 4. Все это можно посмотреть в кузнице. Итак, давайте по традиции посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас на самом деле немножко все вот так вот интересно. Урон статус эффектов у нас идет плюс 60%. И проникающий урон у нас плюс 1. Я напомню, что проникающий урон плюс 1 это когда, допустим, вот летит, да, там какая-то штучка у нас от Сина и летит вот она в мобов. И вот если в мобов получается, если вот они вот так в 3 в ряд стоят, то проникающий урон, он позволяет зацепить стоящего моба, который вот стоит в очереди, да, вот там не в очереди, вот они по порядку стоят, то есть вот этот сюрикен, он прошел через одного, и тут же он попадает в другого. То есть вот это вот и есть проникающий урон, то есть проходит сквозь одного и попадает в другого. Вот. Также есть у нас урон статус эффектов. Я вот, по крайней мере, вот такой ни у кого не видел. Вот оно, вот здесь. Кроме как у Сина. Может быть, у кого-то есть, может быть, я не обращал внимания, но, по-моему, больше такого нет. То есть, исходя из этого, мы делаем вывод, что герой будет полезен в тех самых режимах, где есть большое количество скопления мобов, и все в целом вообще преимущество его заключается в том, что вот урон именно от статус эффектов. То есть, что можно сказать, что этот герой, он позволяет нам понять вообще механику игры. Есть отдельное видео, где я рассказываю про статус эффекты и почему это все очень-очень важно. И вот Син это яркий пример тому, что все это действительно работает, что статус эффекта не стоит упускать из виду и так далее. Дальше. Давайте перейдем вот сюда. Здесь у нас перезарядка, снаряды, длительность эффектов. И вот плюс 5% к длительности статус эффектов у нас идет глобальное усиление на 50 уровне. Это значит, что все статус эффекты у нас будут на 5% подольше. Ну и соответственно, если мы находимся на раннем этапе игры, проходим, например, кошмар, главы, арену и так далее. Ну, арену мы, конечно, на протяжении всего момента игры проходим. То вот, допустим, если мы проходим кошмар, вот если брать прям точечный пример, если мы с вами проходим кошмар, то в замороженном состоянии мобы будут у нас на 5% находиться дольше. Хорошо? Хорошо, то есть это полезно, даже несмотря на то, что мощность от этого не прибавляется. В игре вообще в целом
нет каких-либо ненужных параметров, ненужных глобальных усилений, то есть все нужно брать. Все, что дают, нужно брать. Итак, на 70 уровне стандартно 12,5% к урону. Также есть отдельное видео, в котором объяснил, почему 12,5 это не 12,5, а как правило это больше. У кого-то больше, у кого-то больше и так далее. То есть почему и как это работает, тоже можно все посмотреть. Плейлист, руководство, пожалуйста, заходите, изучайте. Так, что у нас еще? На 90 уровне все герои, которые разделяют фракцию, получают у нас еще 10% к длительности статус эффектов. Тоже хорошо, тоже неплохо. На 120 уровне плюс 5% к урону по статус эффектам. То есть Син усиливает всех за счет вот этих вот 5%. И сам себя он усиливает на 140 уровне, прибавляя еще 20% к урону статус эффектов. И вот что хочу вам сказать. Этот герой в самом-самом начале игры, он у меня, по-моему, был один из... Да не по-моему, да, действительно так и было. Он у меня был первый открытый герой, который вообще не имеет отношения к стартовым героям. Стартовый герой, я имею в виду огненный маг, там, ледяной маг, самурай, тайный маг, паладин, рыцарь, вот это вот все. И вот этот герой, он у меня появился первый. Была тогда рулетка, я в нее захожу, ничего не ожидаю, нажимаю 50, вот это прокрутить, и тут вижу разблокирован. Я думал, все, я думал, игра пройдена. Ну, конечно же, тогда я еще не понимал, насколько сильно мне повезло достать этого героя вот такими вот минимальными какими-то жертвами за 50 вот этих вот гемов. И, соответственно, практически сразу же я начал вливать в него суперы для того, чтобы прокачать ему кузницу. И я помню, что я не понимал вообще вот этого всего, что вот эта кузница 1-1 урон. Я думаю, ну 1-1, господи, ну и что в этом такого? Но, как видите, со временем уже, естественно, понимание пришло. Я понимаю, что этот герой меня очень и очень хорошо усилил. Да и вас он также усилит однозначно. В плане того, чтобы играть за него, я могу сказать следующее. Он у меня прокачан, как видите, полностью. Ну, практически. То есть там 175 уровень я посчитал нецелесообразным ему поднимать. Но он прокачан у меня вот полностью. То есть максимум. Все абсолютно скиллы. Давайте посмотрим, что здесь. Сюрикены имеют 10% шанс при попадании вызвать ядовитое облако. Пораженные враги у нас будут подвержены статус-эффекту вот этому отравлению на 400% урона от оружия в секунду в течение 3 секунд. Ну, ориентировано все на урон, и, соответственно, статус-эффект добавляется. То есть мы с вами всегда будем замечать такую вещь, как отравление, вот этот эффект отравления, вот это зеленое облачко над бомбами, оно у нас всегда будет. То есть можно сказать, что дротики в целом брать смысла нет ему. Например, если мы с вами идем на босса, то есть Син сам себе на уме, он вот этот статус-эффект вешает. Далее. Сюрикены заставляют врагов истекать, сами знаете чем, на 3 секунды за 300% урона от оружия в секунду. То есть еще один статус-эффект у нас добавляется, и его наличие будет полезно в том случае, если у вас есть глобальное усиление, которое, ну, соответственно, масло масляное, да, тавтология, усиления, которые усилят его воздействие. То есть, если у вас нету глобальных усилений по тому, сами знаете чему, то, естественно, будет немножко тяжеловато, но будет, да, визуализация, вы будете видеть вот эти вот капельки, но толку от этого не будет абсолютно никакого. Возможно, но урон сам по себе у нас вот здесь, то есть про вот это вот
Не забываем. Далее заходим в скиллы, смотрим, что у нас с ультой. Все, кого мы положили, мы заполняем ульту. Когда заполнено, сюрикены быстро вращаются, а мы превращаемся в торнадо. Увеличивая уклонение до 90%, торнадо наносит 1400% урона от оружия в области вокруг ассасина. Кулдаун уменьшается на 30%. Это перезарядка. Так, что у нас здесь? Если мы с вами способны тащить, способны вообще хоть какой-то вот там небольшой у нас вот минимальные какие-то там прокачанные способности есть, то есть там кого-то открыли, где-то кого-то прокачали и так далее. Например, если мы с вами будем проходить какие-то сложные режимы, в которых работает уклонение, вы будете это замечать. Очень хорошо это будет наблюдаться в гильдейском забеге, также в легкой арене, хотя по опыту могу сказать, что Син это не самый лучший выбор для прохождения арены, особенно сложной, потому что ну, там ему тяжело дышится, его там прям быстренько-быстренько с ним расправляются. И это нехорошо. Но есть режимы, в которых он более-менее себя чувствует комфортно. То есть для комфортной игры именно за него нам с вами нужно очень-очень много урона. И недавно, совсем недавно прогонял я его в подземелье. Веду статистику в группе, ссылка внизу в комментарии, кому нужно, заходите, доступ открыт всем желающим, без каких-либо там донатов и так далее. Там можно посмотреть и кузницу на него, как лучше всего поставить. Вот. И там и тирлист можно посмотреть, и можно посмотреть статистику моих личных вот моих забегов по подземелью. Я там всеми доступными героями сбегал и прям отмечаю, кто какой урон нанес, кто вообще смог там выжить, кто не смог выжить и так далее. То есть кому надо, заходите, ссылка внизу. Вот, недавно прогонял его в подземелье, и могу сказать, что он своего рода среднячок в этом плане. То есть он способен нанести урон, но каких-то контролирующих статус-эффектов у него у самого по себе нет. Но понятное дело, что все это можно компенсировать тем, что можно брать там ледяной посох, можно брать мистический посох, ну и кучу других альтернатив открытых, если они у вас есть, и так далее. Но самое главное, естественно, у него вот здесь. То есть все то, ради чего он открывается, это вот оно находится вот здесь. Поэтому если вы его открыли, то не повторяйте мои ошибки, не вкладывайтесь вот так вот сильно в него, не прокачивайте его, по-хорошему бы его сбросить, чтобы книги вернулись, но я не хочу этого делать, потому что все-таки это были эмоции, эмоции эти были приятные, когда я его открыл, вот из-за полтинничек, и вот так вот его прокачал, но не хочу и не буду этого делать. Так, давайте смотреть, что у нас с вами здесь. Здесь немножко сложновато настройка кузницы, особенно в том плане, что вот все зависит от степени прокачки не самого героя, а от прокачки именно кузницы. Например, объясню почему. Вот перезарядка, ладно, она будет актуальна вам в том плане, когда вот вы, например, не достигли вы предела вот этой вот перезарядки, соответственно, нет у вас вот этих 40% в большинстве режимов. Ну и даже если так порассуждать, то 40% перезарядка у нас с вами где? Она у нас с вами в ПВП, но ПВП у нас отпадает, Син не подходит для ПВП. Она у нас с вами в башне драконов. Там нужны ребята с отхилом. Син в этом плане тоже у нас отпадает. Кошмар тоже отпадает, потому что в кошмаре нужны герои, которые способны контролировать толпу. То есть там замедление, заморозка, стан
И этого у него тоже нет, он ориентирован на урон. И 4 режима, да? И сложная арена. Там в целом можно пробовать, но опять же это нужен именно большой-большой урон. А к тому моменту, когда вы будете проходить арену уже с большим уроном, вам уже не так интересно будет проходить ее за Сина, потому что кто-то у вас в любом случае будет в альтернативе. И поэтому здесь вот такое вот долгое, хочется мне все подробно рассказать и объяснить. Поэтому здесь, если у вас вы дошли, допустим, вот только до сюда, да, даже, допустим, ну, грубо говоря, до Эва, вот до Чакрама вы дошли, можно поставить перезарядку. Потому что в большинстве режимов, в которых вы будете его использовать, вы не будете сталкиваться с тем, что у вас будет ограничение по перезарядке. То есть вы будете его использовать в гильдейских забегах, вы будете его использовать в битве с боссом, если у вас нет никакой альтернативы. Возможно, вы будете его применять в прохождении обычной арены, пытаться. Вот. Ну, а обычные сложные главы, это естественно, он способен, но может показаться, что будет трудно, потому что там все-таки тоже будет упор на то, что нужен будет урон. Вот. И к чему я веду? Если вы хотите, то можете поставить перезарядку. Хотя я всегда во всех своих кузницах уже все, я ее не использую. Но область, она тоже будет неплохим вариантом. Особенно если у вас есть Эва, потому что Эва добавляет у нас дополнительный элемент визуальный, который вполне себе наносит приличную сумму урона. Но не все так просто. Также область эффектов у нас с вами будет влиять на ультимативную способность. Когда мы с вами будем в этом вихре вращаться, область поражения, то есть радиус, диаметр, кому как удобно, будет в любом случае больше. И, соответственно, больше будет зона поражения, и мы с вами больше нанесем урона. Если вы находитесь на более продвинутом этапе игры, естественно, поставьте правую сторону. Левая сторона вам однозначно не подойдет. Дальше. Здесь мы с вами либо плюс 3% ставим на шанс удвоения количества снарядов, либо у нас с вами добавляется множитель по урону, работает статус-эффект, сами знаете, который что дает. Тяжело, когда нельзя вот это все озвучивать, но приходится выкручиваться именно вот так. И вот, соответственно, мы с вами помним, что у нас есть скилл, который вешает этот статус-эффект, и за счет скилла и второго уровня в кузнице мы с вами повышаем урон. То есть уже как бы на начальном этапе, когда мы его только открыли и у нас нету жетонов, будет тяжеловато в том плане, то, что не будет работать вот этот вот урон по статус-эффектам. А здесь уже все, он уже будет работать и, соответственно, урон будет выдавать больше. Здорово, да, здорово. Все, здесь определились. Право-право. 1-1, это мы уже 2 раза обсудили. И вот 3-й раз обсуждать не будем. Проезжаем. Чакрам. Огромный чакрам начинает летать вокруг, всех снося на своем пути. Очень сильно он любит, этот чакрам у нас, скорость, и очень сильно он любит область. Ну и соответственно у нас с вами Эва работает от книги скорости. Я, конечно, сейчас вам все это дело покажу. И вот здесь либо мы с вами получаем дополнительный чакрам, давайте, кстати, его сделаем, либо мы с вами добавляем 50% шанс нанести вот этот статус-эффект на 5 секунд, и за каждые полсекунды мы с вами наносим 5000, подчеркиваю, 5000% урона от оружия. Но не все так просто. На самом-то деле. Чакрам, он сам по себе... Так, ладно, все, не буду рассказывать. Идем. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз показать. Вот этот чакрам, он
Вот видите, как вот игра, она нам сразу же дает то, что нам не нужно. Вот она дает нам этот клык и дротики. Ну вот, ну какой смысл их брать? Смысла особо нет. Тут на фоне вот этого всего йо-йо выглядит куда лучше. Давайте обновим. Давайте... Ну, рассвет, конечно, было бы идеально взять, но немножко в плане визуализации будет тяжело воспринимать это все, поэтому... Ладно, давайте молнию возьмем. Так, добавляем. Сейчас сразу вот так сделаем. Все время забываю настроиться, но ничего. Так вот, прервал мысль. Чакран, он двигается очень и очень хаотично. То есть у него нету такого, что он там сам летит туда, куда надо, но он получается вот, ну, неконтролируемый. И это его огромный-огромный минус. Ну, давайте, ладно, посох возьмем. Ну, что ж поделать. Давайте урон прибавим. И вот видите, да, то есть статус эффекта у нас работают. Работают прям очень и очень хорошо. Так, это мы с вами обязательно берем. Так, что здесь, что здесь, что здесь? Если йо-йо возьмем, у нас стан добавится. Давайте, ладно, возьмем, пусть будет. Будем все соки выжимать. Возьмем область. И что нам тут останется? Критический урон у нас там и так нормально. Сейчас возьмем... Ну, перезарядки нам здесь только не хватает, потому что для него это хороший выбор. Запустилась ульта. Запустилась ульта. И вот тот самый вихрь, в котором он имеет вот это уклонение. И, соответственно, видите, как он всех вот вокруг... То есть ульта, она чувствуется, в ней есть толк, и, соответственно, становится от этого только, ну, приятно, потому что есть герои, которые не, как бы, вот, ну, у кого-то ульта не ощущается. Вот у Сина, например, ульта, она ощущается, и это очень-очень хорошо. Так, давайте возьмем, что возьмем? Ну, давайте рогатку возьмем, пусть будет рогатка. Надо уже запускать Эва. Сейчас у нас будет с вами 2 чакрама. И вот перезарядка выпала. Сейчас полегче станет. Вот почему здесь я выбрал 2 чакрама. Да все просто, потому что здесь толпа. И лучше пусть их будет 2. И, соответственно, шанс зацепа он будет выше. То есть вероятность того, что чакрам вообще хотя бы один из этих 2, что он эффективно сработает, вот это, соответственно, вероятность она будет выше, нежели чем я возьму 1, но он, скорее всего, никуда не попадет. Так, что здесь делаем? Обновляем. Ну, скорость берем, хорошо. Ой, уже половинку мы с вами прошли. И никак, все никак мы с вами не попадем. И сейчас вообще нас тут уже нехорошее с нами произойдет. Так, ну, я думаю, что у нас сейчас все получится. И мы с вами посмотрим, как выглядит у нас два вот этих вот летающих диска. Гляньте, ну не справляется. Все, ни в какую. Давайте хоть чуть-чуть. Вот они, 2, видите? Видим. Так, там кулачок. Кулачок был, пропустили. Не получилось. Вот сейчас возьмем. Перезарядка, перезарядка. Области прибавим. Сейчас они пошире у нас с вами станут. Ну вот в этом, соответственно, и минус. То есть, ну, тяжеловато вообще за него как-либо там адекватно играть, потому что вот они летают, и летают они не там, где нужно. То есть из всего этого можно сделать вывод один простой, что левая сторона, она как будто бы, ну, даже несмотря на то, что у нас тут с вами много мобов находится, как будто бы левая сторона, она все равно неэффективна. И, возможно, кстати, вот я толком, честно говоря, не проверял, но была такая теория, что вот пробовал
Давайте урон посмотрим. Ну, 15, грубо говоря, если в сумме, то ну, 15 с лишним. И то вы учитываете, что это не Чакрам нанес урон. Это вот именно сюрикены работают, потому что Сим продолжает их швырять. Ну а Чакрам, как вы видели, он особо там никого и не цепляет. То есть у него скорость есть, у него область есть. Есть два вот этих вот Чакрама, но толку от них нет. Даже не было бы толку, если бы он был один. Делаем такой небольшой итог, что Эва Сина, оно в какой-то степени оно бесполезно, как бы грустно это не звучало. Теперь нам с вами просто для наглядности давайте вот пойдем и поговорим немножко с боссом. Но предварительно мы с вами поставим, сделаем вот так, зайдем вот сюда. Да что такое, не попадаю. Так, вот сюда и переключим вот эту сторону. И вот сейчас будем смотреть, как это все выглядит здесь. Так, тут у нас с малышами. Этот уберем. Так, вот он у нас. Вот он здесь у нас. Заходим. В битве с боссом, кстати говоря, вариант неплохой. Если нет альтернативы. И вот кто-то говорит, что с Чакрамом Син наносит намного больше урона. Я думаю, что это не так. Что все равно как будто бы получается не так уж и много. Но он неплохой. Он неплохой в этом плане. Можно его использовать, если у вас нет альтернативы. То есть он будет находиться где-то вот в топ-10 лучших. Да, придется взять. Сейчас у нас с вами он стоит 1 вместо 2, но с повышенным уроном. Конечно, было бы целесообразно попробовать сбегать еще раз туда же в подземелье, чтобы просто сравнить, вообще разница какая-то будет или нет. Но я думаю, что примерно будет то же самое. И вот, кстати, вот опять не закончил мысль. Не проверял теорию о том, что можно в целом пробовать вот так вот бегать в этом чакраме, если вам очень тяжело, если он один, вот как-то вот пытаться вот именно за ним, особенно в тех режимах, где... так, что у нас тут? Удвоения нет. Клык нам... Я даже не знаю, ну смысла, конечно, нет его здесь брать. Но удвоение нам с вами нужно. Ладно, давайте возьмем. Так, обновить. И можно взять еще вот эту для снятия брони. Вот если вот так вот бегать и будет очень тяжело, ну, наверное, будет в этом толк. Так, а что-то у нас тут не хватает. Давайте вот так, чтобы хоть что-то было. Ну вот какой в нем смысл вообще? Вот босс там, Чакрам рядом со мной. Ну вот, ну я не знаю. Поэтому огромный минус за хаотичность. То, что вот особо вот какой-то там прибавки нету, толка в этом нет. И вообще просто вот я, честно говоря, немножко жалею о том, что в свое время я потратил клевер на открытие вот этого Эва. Если бы я знал, я бы этого не сделал. Да, он дал 1-1 глобалку. Да, он усилил. Но 5000 клевера можно было бы потратить на другое какое-нибудь глобальное усиление. А глобальных усилений, которые у меня не открыты, их сейчас достаточно много. Вот прям говорю, и даже, честно говоря, жалко становится. Ну,
как получилось, так получилось. Что ж теперь поделать? И вот даже если смотреть на верхние вот эти вот показатели по набиванию урона, он тут самый сильный вот у меня из тех, кто есть. Ну, согласно рангу и согласно скиллам и так далее, и уровню. И вот все равно вот он, ну, естественно, он просто вот, ну, не хочет набивать, у него не получается. Хотя ребята показывали, и неплохие результаты были. Ну, наверное, конечно, еще влияет то, что нету снаряжения вот этого героического. Тут бы тоже разницу вот эту посмотреть, мне кажется, поинтереснее будет. Ну, в общем-то, в плане играбельности герой у нас где-то вот находится в серединке. Вот такой вот он среднячок. Ну, тут, конечно, еще и не хватает статус-эффекта с поджиганием. Немножко видите, как получилось. Ну ладно. Тут все равно в этом смысла нет. Каких-то прям суперсильных рекордов тут не набьешь. Тут прокачка нужна. Давайте сразу сделаем. Чтобы потом не забыть. В общем, суть такова. Открывать нужно в любом случае. Эва прокачивать не надо ни в коем случае. От него толку нет. Даже вот, ну, кто-то говорит, вот на боссе больше урона получается. Ну, нет. Как видим, вот он здесь. Этот чекрам, босс тут. То есть все куда-то мимо уходит. Ну и, соответственно, не самые лучшие цифры здесь и получаются. Хотя он чуть-чуть получше, чем среднячки. Именно в этом режиме. Открыть надо, глобалки забрать надо, Эва делать не надо. Все, больше мне добавить нечего. Это был ремастер. Ссылка, напомню, внизу. Заходите и вступайте. Всем пока-пока.